Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Солнце над заповедником Амахала висело раскаленным белым диском, выжигая цвета из пейзажа, превращая охру земли и зелень кустарников в однообразное марево. В диспетчерской, где работал кондиционер, гудение серверов смешивалось с тиканьем настенных часов. Для Элиаса, главного рейнджера заповедника, это был звук утекающего времени. Он сидел перед стеной мониторов, но его взгляд был прикован к одной единственной точке на цифровой карте. Маленький зеленый маячок с подписью «Саба». Саба не была просто львицей, она была последней. Браконьеры, болезни и сокращение ареала обитания сделали свое черное дело. В некогда величественном прайде Амахалы осталась только она. Золотистая призрачная тень, скользящая по высокой траве. Она носила в себе не просто новую жизнь, а судьбу всего подвида в этом регионе. Она снова остановилась. Голос Элиаса был хриплым, как пересохшее русло реки. Доктор Елена Венс, ветеринар заповедника, оторвалась от микроскопа и подошла к нему. Она поправила очки, вглядываясь в экран. Как давно? 18 часов. Она не сдвинулась ни на метр с тех пор, как вошла в сектор Зулу-4. Елена нахмурилась. Это долго. Даже для беременной самки, на позднем сроке. Она должна искать воду, менять лежбище. Я знаю. Элиас постучал пальцем по столу. У меня плохое предчувствие, Эл. Вчера дрон зафиксировал странное поведение. Она рыла землю. Не просто искала прохладу, а словно строила гнездо. В панике. Элиас помнил этот взгляд львов. Он работал в саванне 30 лет. Он видел, как короли зверей умирают от старости, видел, как они погибают в схватках. Но Саба была особенной. Она была символом надежды. Так ее окрестили журналисты. Весь мир следил за этим зеленым маячком. Если она не справится, история львов Амахалы закончится на ней. Датчики ошейника показывают повышение температуры тела и учащенный пульс, констатировала Елена, переключив вкладку данных. Черт. Элиас, посмотри на ритм. Это не просто стресс, это схватки, и они длятся слишком долго. Элиас резко встал, стул с грохотом отъехал назад. «Поднимай дрон. Я готовлю машину. Если она рожает уже 18 часов и не двигается, значит, что-то пошло не так». Джип Land Rover ревел, прорываясь сквозь заросли бушвельда. Колеса поднимали столбы красной пыли, которая оседала на лобовом стекле, мгновенно превращаясь в грязь. Элиас вел машину жестко, срезая углы, игнорируя выбоины. Рядом с ним Елена прижимала к груди медицинский кейс, пытаясь не удариться головой о крышу на очередном ухабе. «Вижу ее!» — крикнула она, глядя в планшет, подключенный к камере дрона, летящего впереди. «Она во враге, под старой акацией». «Состояние?» «Плохое, Элиас, очень плохое. Она лежит на боку. Движения минимальны. Вижу тяжелое дыхание. Похоже на гипоксию». Когда они добрались до места, тишина саванны показалась им оглушительной. Обычно здесь стрекочут цикады, кричат птицы, но сейчас природа словно затаила дыхание. Элиас заглушил мотор. Они вышли из машины, стараясь не делать резких движений, хотя инстинкт подсказывал бежать. Под раскидистой кроной акации лежала Саба. Ее золотистая шкура, обычно лоснящаяся и чистая, была тусклой, покрытой пылью и сбившейся в колтуны. Бока львицы ходили ходуном, из пасти вырывались хриплые, свистящие звуки. Но самое главное, рядом с ней, в пыли, копошились 3 крошечных мокрых комочка. 3, выдохнул Элиас. Она родила 3. Елена уже была рядом с животным.
Она профессионально оценила обстановку, игнорируя тот факт, что находится в полуметре от клыков хищника, способного убить ее одним ударом. Но Саба даже не подняла голову. Ее янтарные глаза закатились, язык вывалился. Она истекает кровью. Голос Елены стал стальным, эмоции были отброшены ради дела. Родовые пути не закрыты, живот все еще твердый. Элиас, там есть еще. Еще? Элиас опустился на колени, поглаживая голову львицы. Шерсть была горячей, слишком горячей. Сколько? Не знаю. Но она не может их вытолкнуть. Схватки прекратились, у нее атония матки, полное истощение. Если мы не вмешаемся прямо сейчас, она умрет вместе с нерожденными. И эти трое, она кивнула на пищащих слепых котят, тоже не жильцы без матери. «Делай то, что должна», — твердо сказал Элиас. «Я держу ее». Елена действовала быстро. В полевых условиях, среди мух и пыли, она развернула стерильный набор. В вену львицы вошла игла капельницы, физраствор, чтобы поднять давление, и мощный коктейль препаратов. «Я ввожу окситоцин», — предупредила Елена. «Это должно стимулировать схватки. Держи ее голову, Элиас. Если она очнется от боли, реакция может быть непредсказуемой». Элиас обхватил мощную шею Сабы. Он чувствовал, как под его руками бьется жилка жизни. Слабо, с перебоями. «Давай, девочка», — шептал он ей в ухо, не обращая внимания на пот, заливающий глаза. «Ты королева. Ты не можешь сдаться сейчас. Ты не одна». Лекарство подействовало через минуту. Тело львицы судорожно выгнулось. Из горла вырвался низкий утробный рык, переходящий в стон. «Идет! Четвертый!» — крикнула Елена, подхватывая мокрый комок. Она быстро очистила дыхательные пути детеныша, растерла его полотенцем. Слабый писк возвестил о новой жизни. Но передышки не было. Пятый... Господи, Элиас, их 5. Пятый львенок был крупнее остальных. Он вышел тяжело, но сразу задышал. Саба уже почти не реагировала. Ее силы были исчерпаны за гранью возможного. «Все?» — спросил Элиас, видя, как обмякло тело львицы. Она потеряла сознание. Елена ощупала живот. Ее глаза расширились. «Нет, есть еще один. 6. Он глубоко. И он не двигается. Это было безумие. Львы редко рожают больше 4 детенышей. 6 — это аномалия, чудо природы, которое могло стать трагедией. Елена работала руками, помогая изможденному телу матери. Последний детеныш, самый маленький из всех, буквально выскользнул в ее ладони. Он был безвольным, синюшным, не дышал. «Он мертв?» — спросил Элиас, чувствуя холод в груди. «Нет», — процедила Елена сквозь зубы. Она начала делать крошечному тельцу непрямой массаж сердца одним пальцем, периодически вдувая воздух в микроскопический нос. «Ну же, дыши! Дыши, малыш!» Секунды тянулись, как часы. Саба лежала неподвижно, ее дыхание стало пугающе редким. Элиас разрывался между желанием помочь львенку и страхом за мать. Вдруг крошечный, едва слышный судорожный вдох. Тельце в руках Елены дернулось. Еще вдох. Слабый писк, похожий на скрип двери. «Живой!» — выдохнула Елена, падая на колени от усталости. 6 живых львят, Элиас. Но радость была короткой. Елена проверила львят. 2 из них, тот самый последний, 6 и 4, были слишком слабы. Они не могли даже подползти к соскам матери. Они дрожали, теряя тепло с катастрофической скоростью. «Саба без сознания», — сказала Елена. «У нее нет молока прямо сейчас. Организм в шоке. Если оставим этих 2 здесь, они не доживут до заката. Остальные 4 крепкие, они найдут тепло под боком матери,
даже если она спит. Но этих двоих нужно забирать. В инкубатор. Элиас посмотрел на львицу. Забрать детенышей — огромный риск. Мать может не принять их обратно, когда на них будет запах человека. Но выбора не было. Грузи их. Я останусь здесь с Сабой и остальными. Буду охранять их от гиен, пока она не очнется. Елена уехала, увозя двоих слабых малышей в центр интенсивной терапии. Элиас остался один посреди саванны. Солнце село, и мир мгновенно погрузился в фиолетовые сумерки, а затем в чернильную тьму. Элиас загнал джип так, чтобы фары освещали пространство вокруг акации, но выключил их, оставив только тусклый свет в салоне, чтобы не тревожить животных. Он сидел на капоте с винтовкой на коленях, не для охоты, а для защиты. Ночь в саванне никогда не бывает тихой. Где-то вдалеке хохотали гиены, чувствуя запах крови и родов. Элиас пару раз включал мощный фонарь, отпугивая светящиеся в темноте глаза, подбиравшиеся слишком близко. Он смотрел на Сабу. Она дышала ровнее. 4 львят, повинуясь инстинкту, сбились в кучу у ее живота, зарывшись в густую шерсть. В центре, в стерильной комнате, Елена боролась за жизнь двоих отщепенцев. Она кормила их специальной смесью через зонд, грела в инкубаторе, имитируя сердцебиение матери с помощью специальной подушки. Каждые 2 часа она отправляла Элиасу сообщение: «Живы, стабильны». Ближе к рассвету, когда небо на востоке окрасилось в цвет свежей крови, Саба пошевелилась. Элиас замер. Это был решающий момент. Львица медленно подняла тяжелую голову. Она издала низкий звук, оглядываясь. Ее взгляд сфокусировался на копошащихся рядом комочках. Она понюхала их. 1 раз, 2, а затем ее шершавый язык прошелся по спинке одного из львят. «С возвращением, Ваше Величество!» — прошептал Элиас, чувствуя, как отпускает напряжение в плечах. Утром джип Елены вернулся. Саба уже сидела, хотя и выглядела слабой. Она настороженно следила за приближением людей, но узнала их. Эти двуногие не причиняли боли. Они были частью ее странной искаженной стаи. Елена вышла из машины с корзиной. «Момент истины», — сказала она. 2 львенка, окрепшие за ночь, напитанные глюкозой и теплом, пищали в корзине. Елена медленно подошла к границе, которую сама для себя очертила, и аккуратно выложила малышей на траву, отступив назад. Львята, чувствуя запах матери, неуклюже поползли к ней. Элиас задержал дыхание. Если Саба отвергнет их, их придется растить в неволе, и они никогда не станут настоящими дикими львами. Саба вытянула шею. Она втянула ноздрями воздух. Запах лекарств и человеческих рук смешивался с родным запахом ее детей. Она зарычала. Тихо, предупреждающе. Маленький шестой пискнул, уткнувшись носом в ее огромную лапу. Львица замерла. Затем наклонила голову и лизнула его. Сначала неуверенно, затем сильнее, сбивая его с ног своим мощным языком. Она приняла их. Она приняла всех 6. История о чуде Амахалы разлетелась по миру со скоростью лесного пожара. Фотографии Сабы, лежащей в окружении 6 разномастных пятнистых детенышей, появились на обложках National Geographic и Time. Это было не просто милое событие, это был научный феномен. Рождение и выживание 6 львов в дикой природе – событие вероятностью 1 на миллион.